Доброго времени суток. Сегодня разберем такую проблему. Стиральная машина LG, старенькая, корейская, еще ременная. Выходит ошибка. Вот такая вот моргают, значит, индикаторы температуры все одновременно. И вот эти 4 дополнительные кнопки, эти не моргают. Вот. Это значит ошибка, если расшифровать ее, DE. Вот, ошибка по замку, но UBL здесь не при чем. UBL был проверен заменой на заведомо исправный. Ну, естественно, прозвонил я его напрямую, включал 220 на него, подавал, все работает. Вот. Причем эта ошибка, она выходит не в начале стирки, как обычно, она выходит посередке. Вот видите, машинка набрала воду, она крутила, стирала, была программа синтетика на 60. Вот, она крутила какое-то время и, значит, в определенный момент, когда-то на полоскании, когда переходила, когда до этого, она останавливается, значит, ничего не моргает. Вот, она просто встает. Моргает индикатор, как будто, значит, стирка идет, но машинка встает, ничего не крутит. Бывает, что щелкает реле, бывает не щелкает. И через минуту открывается люк. Независимо, там есть вода, нет воды. Вот, очень такая редкая ситуация. Значит, здесь, расшифровав эту ошибку, стало понятно, что виной тому UBL мы исключили. Значит, здесь в модуле проблема. Конкретно, значит, сейчас мы его снимем, разберем, что там может быть в таком случае. Вот, подчеркну, это ошибка, значит, не в начале стирки, а именно в серединке, когда уже машинка нагрела, все хорошо. И вот она выходит, и уже ничего не запускается, люк открытый, вот как-то так. Итак, модуль мы сняли, значит, вскрыли его. Крышку вырезали. Я паяльником вырезаю. Вот, значит, расковыряли этот холодец. Ну и смотрим, значит, что было сделано. Во-первых, обращаем внимание на пайку. То есть при вот такой ошибке, когда она выходит, значит, не в начале стирки, а посередине, мы обращаем внимание на пайку, значит, реле, вот этих вот реле, вот этой, значит, колодки, трансформатора смотрим пайку, ну и далее там по цепям уже контакты. Вот они, значит, пропаиваем первым делом колодку, контакты все реле, я транс на всякий случай пропаял. Ну, здесь вот дроссель, короче, все вот это вот рядом пропаял. На всякий случай реле замка тоже, ну, вряд ли в нем дело, но тоже пропаиваем. Значит, тут такие машинки 17 лет, и пайка со временем от вибрации, там, от циклов постоянного нагрева, остывания, пайка, конечно же, трескается. Вот, поэтому хорошенечко все пропаиваем. Иногда приходится, значит, менять вот эти релюшки. Просто там уже контакты тоже подгорают, и они уже могут через раз срабатывать. Вот, заодно сейчас пропаяем вот эти кнопки. Особенно включение, она немножко тупит. Сейчас мы посмотрим, там тоже, возможно, у нас трещина будет на кнопке. Так, смотрим. Ну, конечно, уже вот этот контакт, он, во-первых, припоя мало, во-вторых, трещинка есть. Раз уж разобрали, что пропаяем, не тяжело. Так. Ну, вот такой вот ремонт получился. Значит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот как-то так.